Poro, duru. Всем привет! Вы на канале Сибирские аборигены. Я сейчас нахожусь в поселке Горный Тогучинского района, в 70 километрах от Новосибирска. И позади меня, вон они, находятся Бугатакские сопки. Я сегодня планирую их посетить. Бугатак село есть и одноименные сопки. Я так понимаю, это слово тюркского происхождения, и знаю, что оно переводится как «бык-гора». Давайте прогуляемся вдоль бугатакских сопок. Поселок Горный носит такое название, видимо, из-за того, что здесь много карьеров, которые добывают здесь и щебень. В основном это щебень. Множество вот этих сопок, несколько было взорвано еще в советские времена, где-то, может быть, около 50 лет назад. Ну и я предполагаю, что именно поэтому из-за вот этой горнодобывающей промышленности поселок и стал так называться. Поселок, видимо, построен для рабочих. Ну и вот мы видим первую сопку на горизонте, но она закрытая. Это у каждой сопки есть название. Вот, но я помню только одну. Это сопка Лысая, которая находится вот туда, в ту сторону, правее. Я сейчас выхожу за поселок и потом стою на лыжи и погнал. До сопки Лысой, это конечная моя точка маршрута, где-то около 4 километров. Немного. Я здесь уже бывал, наверное, году так в 2019, может быть, в 2020 зимой. Тоже это был январь, сейчас февраль уже. Вот. 5 лет назад. Довольно долго. Ну и вряд ли там что-то изменилось, но захотелось посетить это место. Вон она, кстати, на горизонте. Может быть, заметно. Это сопка Лысая. Самая крупная из всех. И примечательно, что эти сопки считаются уникальным памятником природы Новосибирской области из-за того, что у них южная часть, там, где больше всего солнца, соответственно, она каменистая. Там склоны в виде каменистой степи. И вот, соответственно, там, как говорят в интернетах, своя уникальная флора и фауна. Поселок Горный, ЖБ. Что значит ЖБ, не знаю. Есть заправка. И вообще здесь дорога хорошая. Я вот доехал от станции Изынский на автобусе.
проходит автобус Тагучин-Изынский. И вот он проезжает через ЖД-станцию. Ну, я чего тут про дороги-то заговорил. По возможности приехать можно было бы сюда и на мотоцикле. То есть и заправка есть, и дороги есть. В общем, довольно удобно. Я уже практически вышел за деревню. Решил немного маршрут свой старый, 5-летний, изменить. И немного с другой стороны зайти. Солнышко встает. Сегодня будет отличный денек. Прохожу дачные поселки с одной стороны, с другой какое-то предприятие, видимо, связанное с производством щебня. И вот она, сопка на горизонте одна, вон вторая. Красота. Вы только посмотрите, солнечное гало. Летит такая изморозь легкая. И вот что-то вроде радуги. Такой круг. Это называется солнечное гало. Я пока еще иду по трассе. Вот, ищу поворот направо должен после вот этих дачных поселков. И вот эту сопку я хочу обойти вот с той стороны, где солнце. Но я знаю, что она, ну, ее часть огорожена забором, потому что там установлен ретранслятор. И вот не знаю, получится у меня такое сделать или нет. Ну, я попробую. Возможно. Потому что старой дорогой не очень хочется идти. Хочется новых видов посмотреть. Ну, на вот эту сопку я не смогу подняться. Там забор. Вон видно еще одну сопку впереди. Но это, наверное, ее половинка, взорванная часть. А вот это производство. Вот здесь карьерная промышленность щебенка. Так, ну вот я выбрался, вроде домики почти закончились. Наверное, где-нибудь сейчас вот здесь спущусь. И вот она, прямая улица дачная. Я вот туда пройду. Потом перейду на склон вот этой сопки и уйду вправо. Теперь зачехляем на ботинки лыжи. И вперед. Заброшенные домики дачные. Да, денек будет отличный. Я бы даже сказал, фантастический. Вот электричество к дачному поселку подведено. И такой вот брошенный домик. Даже его отремонтировать довольно быстро. Никак не особо не покосился. Приличный. Так, на случай атаки диких животных, а также местных псов, у меня есть перцовый баллон. Я надеюсь, там после вот этой рощи нет забора. Какие барханы намело. Метель у нас бушевала пару дней, наверное. Все задуло. Я думаю, снега очень много. И дальше будет. Вид, конечно, открывается на эти сопки потрясающий. Вон сопка лысая. Вот у этой забыл название. Ну да ладно. Последние домики остаются позади. И мне предстоит пересечь вот эту согру. Где-то посередине этой рощи должен быть ручей. Я надеюсь, что я его перейду спокойненько. Солнышко все выше и выше поднимается.
И все веселее и веселее становится. Где-нибудь посередине в Согре остановлюсь, попью чаю. Так, Согра труднопроходимая, как всегда. Трещит что-то. Дерево. Ох, красота. Так, захожу в эту Согру. Выглядит страшно, но обычно они более-менее проходимые. То есть можно протиснуться. Главное, чтобы там по пояс воды не было. Все остальное ерунда. Ну что, понеслась. Эта Согра напоминает мне Согру Урупасова. Очень похоже. Ух ты, ни хрена. Провалил. Лыжа провалилась. Здесь лыжи очень сильно проваливаются. Из-за того, что тут ветра нет, снег не прессуется. И очень тяжело идти. Надеюсь, я смогу тут вообще пройти. Согра очень плотная. И вот даже палки взял в руку, потому что с ними очень неудобно. Мешаются. Прям продираешься. Вот такие вот здесь дебри. Ну, это, в принципе, стандартная Согра. Ничего тут такого новенького я, конечно, жителю Сибири не покажу. Где же ручей, интересно? А ничего, обратно зато будет легче идти. Она немного поредела. Скорее всего, тут какое-нибудь болото. Лыжи путаются в этих ветках. Кругом кусты калины. Но самой калины уже нет. Ёлки-палки. Что там такое? Ага. Как бы лыжи не переломать, а то это будет катастрофой. Ага. Я уже вижу просвет, где она закончится. Еще метров 300-400. Итак, остановился я на чаепитие в Согре. Потому что времени много уже прошло. Хочется пить. Снег очень глубокий. Довольно тяжеловато идти. Прям вот знаете, если взять и слезть с лыж, то реально можно уйти по пояс в снег. Становится все теплее и теплее. Солнышко поднимается выше, выше. Отличный денек. Супер. Вот уже и месяц прошел с последнего похода. Последний раз 8 января ходил в поход. И вот сейчас уже с таким превеликим удовольствием прям гуляю на природе. Так, ну все. Немножко попил чайку, передохнул.
И можно двигать дальше. Так, пока согра стала более-менее проходимая, надо прохватить ее и уже выйти на простор, да полюбоваться сопками. Сегодня нет у меня конкретного маршрута, где мне покажется наиболее красивое место. Там я встану, пообедаю и вернусь потом назад на станцию электричек. Лыжи прям проваливаются. Черт знает как. Давай, дай мне пройти к красоте. Черт побери. Ух ты. Кто-то ходил на лыжах. Ну-ка. Я надеюсь, сейчас быстрее пойду. Во. Ух ты. Черт. Набери. Отлично. Почему раньше она мне не встретилась? Это лыжня охотника, наверное. Что, наверное, тут ручей. Это замело ее практически. Будем сейчас ловить, потому что так идти это невозможно. Возможно, конечно, но это очень медленно. Такая сосна в заболотистой согре. Я почти вышел. Вон видно уже просвет. Чуть-чуть осталось. Там уже будет ловчее. Куда-то в сторону забирает это лыжня охотника. Ну, он тут ходил, наверное, потому что здесь зайцев побить можно, пострелять в такой местности. Так, нет, лыжня уходит все вдоль согры, а мне надо выйти отсюда. Я вот так сейчас напрямую. Ух ты! Лыжи еще не моего размера. Никак руки не доходят с ногами купить другие лыжи. Ну вот и все. Согра пройдена. Выхожу на Божий свет. Здесь какое-то углубление. Может быть, здесь все-таки был ручей. Хотя не похоже. Следов копытных вообще не видно. Да. Трудные дебри. Реально. Снега очень много. О, вот здесь что-то вроде наста немножко появляется, ветра больше, снег прессуется. Как деревья скрипят. Классно. Вау, как здесь ветрено. Вообще. Ну и вот я у подножья сейчас первой сопки. Не помню, к сожалению, название. Подпишу где-нибудь внизу в видео. Так, ну я думаю, так, в ту сторону нет смысла двигать. Там сопка заканчивается, а в ту есть смысл идти. Там будет потом еще несколько сопок. И та самая сопка лысая.
Я когда дома был, думал, что там у меня будет конечная точка. Ну, возможно, и дойду до нее. А здесь снег спрессованный. Лыжи практически не проваливаются. Класс. Так я пойду быстрее. Какой простор. И гало или радуга. Красиво. Пора очки одевать солнечные. Слепит. Экипировал себе глаза, потому что слепит сильно солнышко. И двигаю дальше. Застегнулся. Тут ветрило такой неплохой. Дует. Простор все-таки. Так, ну и двину я сейчас вдоль сопки. Вот в ту сторону буду идти. И может быть обойду ее как-то. Вот так, может быть. Может пройду дальше. В общем, особого плана нету. Просто погуляю. Получу удовольствие от прогулки на природе. Я преодолел это поле. Практически все. Вот так вот прошел. Вон вижу еще какой-то ретранслятор. Вон там еще возвышенность. Ну вот это, скорее всего, отвал от карьера. И половинка, наверное, сопки взорванной. Барханы такие снежные. Здесь прям такой не наст, но сверху пухляк немного. А дальше твердые. Лыжи вообще отлично идут. Ветер, конечно, пронизывает здорово мою куртку. Я прям это чувствую. Раньше всегда брал дождевик с собой, чтобы защищаться от ветра. Да, даже зимой. Потому что он ветер не пропускает. Не продувает его. Я сейчас сориентировался по карте. Вот если я буду идти ровно на эту сопку, вон она прям передо мной, эта сопка лысая, вон она там, то я смогу спокойно пройти к ней и, наверное, подняться. Там просто классный вид открывается. Хотя я там уже был, не обязательно туда идти, но я гуляю и как бы почему бы и нет, собственно. Но сейчас нужно будет преодолеть участок леса, и там, скорее всего, опять будет задница вот такая же, по пояс в снегу. О, красиво, как солнышко светит. Самолет пролетел. Вообще класс. Так, вот эта сопка впереди, вот так. Я думаю, вот так пойти или вот так. И ну, вот этот путь немного левее представляется более интересным, более легким, что ли. Но я вот здесь заметил снегоходную дорогу. Вот она. А вон первые следы. Вот у той рощицы небольшой. Сзади, кстати, тоже вид открывается не менее симпатичный. Такая гора высоченная, вот она. Это тоже сопка. Видимо, та вторая половина взорванная. А вот отвал. Вон там. Так, сейчас буду идти, в общем, прямо. Дойду до этой снегоходной дороги и посмотрю, в какое она место идет. В прошлый раз, то есть 5 лет назад, когда я ходил, я шел вот за этим лесом. Вот так. И у меня была по левую руку вот эта сопка слева. И там была накатанная отлично снегоходная дорога. Я думаю, что вот эта дорожка, если... Ну, это по-любому на снегоходе ездили. Она идет как раз вот туда. И было бы замечательно, потому что я бы очень быстро туда прохватил на лыжах. Ну, как правило, по снегоходной дороге
Даже и лыжи-то не нужны. Не проваливаешься. Снова я увидел это гало. Вот оно прям отчетливо видно. Солнце такое яркое уже стало. Ну или может быть обычное для февраля. Но 2,5 месяца вот этой серости и темноты. Теперь это кажется австралийским солнцем. Самолетик летит. Красиво. Я почти дошел до этой дороги. Хотя нет, не похоже, что это лыжная. Слишком борозда высокая. Бугорок высокий. Тут вот вообще идти просто отлично. Можно скорость держать 5-6 километров. Так же, как пешком. Так, эта снегоходная дорога уходит прям, видимо, на сопку. Потому что вправо она туда не забирает. Ну да ладно. Я зато обратно по ней могу к деревне выйти. Зимой тоже, конечно, очень красиво. Очень красиво. Я вот сейчас стою, и солнышко припекает. Супер. Я прям чувствую тепло. Класс. Можно даже погреться. Действительно тепло. Ветра здесь нету, деревья. Супер. Можно медитировать. Солнечные ванны получать. Класс. Релакс полный. Если бы тут был шезлонг у меня, я бы сейчас полежал здесь полчасика. Попил чайку. О, отличная идея. Попить чайку. Прямо здесь. И прямо сейчас. Прям реально ветра нету. Как весной. Супер. Я вышел на снегоходную дорогу. Ну и здесь один раз всего проезжали. И это они уехали в гору. Ну прям на саму сопку эту. Я на нее, наверное, не полезу, потому что именно она под забором. То есть там ретранслятор установлен. А я уйду вот так вправо и доберусь до Лысой. Уже капюшон можно снять. Ветра нету, а то пока я двигался по открытой местности, прям нехило так замерз. Чай в походе. Это все. Горячий чай, естественно. Солнце реально пригревает. Прям классно. Ой, блин. Как без очков-то слепит.
решил не идти по снегоходной дороге. Пойду вот так с краю, пока не проваливается. Пока стоял тут чаи гонял, услышал, что вот там какие-то звуки раздавались. То ли петух кукарекал, то ли кто-то на лыжах катается и повизгивает. В общем, непонятно. Ладно, я продолжаю движение. Уйду сейчас вправо, вот через этот лес. Надеюсь, особых там препятствий не будет. Я приблизился к этому лесу. Это, оказывается, осиновая роща. Лыжи стали проваливаться значительно больше. Сейчас зайду в лес. Опять будет по пояс снегу. Я вижу, что там склон и углубление. Ну, как бы овраг. Возможно, там ручей или речушка. Вылазить из него будет долго, потому что назад буду катиться. Снега много. Палка лыжная уходит наполовину. Такой вот след от меня остается. Овраг этот оказался не очень глубоким. Я думаю, что я его с легкостью пересеку. Но снега здесь, конечно, много. Очень много. Ух ты! На ветке поехал. Ух ты, показалась птичка какая-то. Бегает типа рябчика. А это просто пенек торчит. Довольно такая интересная низинка. Красиво. Я уже вижу вон просвет. И мне сейчас туда надо. Замечательное место. Бурелом такой. Как всегда, куча поваленных деревьев. Ну и да, здесь ручей. Течет ручей. А вот это старые следы косули. Углубления, видите? Надо лыжи снимать, иначе я тут разложусь внизу где-нибудь в дерево. Хотя тут особо и не покатишься. Но лучше так сделать. Ага, вот он, полынья. Чуть-чуть слышно журчит. Так, ну что, пойдем по дереву. Ладно, лыжи закину. И палки туда пульнем. Тум. Тум. Есть. Ну вот. Сейчас пойдем при помощи дерева. О! Ё-моё. Вот это я навернулся. Ладно. Как варвар иду. Ага. Так. Как бы не застрять тут. Не прищемить чего. Уху. Вылажу с этого врага. Смотрите, сколько снега.
О, ногу еле перемещаю. Хоть ползи, блин. Ох, елки-палки. О. Ну-ка, ветка, помогай мне. Она гнилая. Фу. О, давай, давай, давай. Все, вылез. Фу. Вон она. Очень много снега. Тут вот так вот бугорок надуло, прям будь здоров. Я выбрался из этой рощи осиново-березовой, и на небе, посмотрите, начало натягивать облака, и они перистые, а это значит, что будет ураган. Точно такие же облака я наблюдал во время поездки в Залесовский район, и во второй половине дня нас накрыл ураган. Сильный ветер встречный, ехать было на мотоцикле тяжело, коляска, блин, мешала, ветер прям бил с такой силой, и потом уже и дождик пошел в конце. Ну, здесь может пойти снег только. Так что к вечеру или завтра точно будет ураган. Двигаюсь по этой пустоши, а вот здесь, обратите внимание, открылся вид на макушку этой сопки. И вот там, видите, ретранслятор установлен. Наверное, вид был бы крутой оттуда. Жаль, туда нельзя подняться. Ну, а я двигаю вот так к сопке Лысой. Сейчас около 12 часов дня. Про ураган я уже сказал, что, скорее всего, он действительно будет, потому что тучи натягивает. И неплохо было бы убраться отсюда до начала этой бури. Посмотрите, на небе у солнца какой вал закручивается из облаков. Я уже отошел от этой сопки довольно далеко, и передо мной открывается вид той, к которой я иду. Вот она, сопка Лысая на горизонте. Километра, наверное, 1,5 до нее. Я нашел здесь снегоходную дорогу старую, по ней все равно легче идти. А то здесь лыжи здорово проваливаются. Вот сейчас вид еще симпатичнее открылся на нее. Вот у нее южная часть вся без деревьев. И там такая каменистая степь на склоне этой сопки. Там здание какое-то стоит. И вот эти все тарелки всякие, датчики, видимо, ну и так далее. Вышел на, считай, финишную прямую, прямо по курсу сопка Лысая. Позади осталась эта сопка-ретранслятор, как я ее назвал. Вон она, высоченная зараза, камни видно. Солнышко затянуло уже облаками. Надел капюшон. Боковой ветер дует и прям морду лица обжигает. Фу. Лыжи вроде нормально, они особо не проваливаются. Обратил внимание, прям, что эту сопку я еле вижу. Вот она только что показалась тут на горизонте. Вот и то только просто деревья. А вот эту, вон она, посмотрите, она выглядит вообще монументально. То ли я просто поднимаюсь вот здесь, и это уже склон этой сопки, то ли вот это
где сопка с ретранслятором, значительно выше. Я тогда первый раз, когда ходил сюда, изучал высоты сколько. Ну, все они в районе там 400-500, наверное, метров, не больше. У меня остановка на то, чтобы попить чайку. Немножко запарился я двигаться довольно быстро. Кстати, иду практически без навигации. Ориентиры очень хорошие. Это сопки. Класс. На горизонте моя сопка. Рядом с ней проходит дорога. Я вот сейчас пока шел, думал, как мне обратно идти. У меня такой принцип и в походах, и в мотопутешествиях вообще, что ехать по возможности или идти назад обратной дорогой. Так что я принял решение. Сейчас добираюсь до этой сопки. Возможно, залезу на нее, ориентироваться буду по времени. Электричка на 17 часов. Если будет время, буду успевать, залезу на нее, пофотографирую, да и просто кайфану от видов. И потом спущусь и пойду по дороге. Дорога, она вот как бы идет вот с той стороны и вот так вот уголком огибает эту сопку и доходит до села Горновое, из которого я приехал на автобусе. Ну, где-нибудь на полпути надо будет пообедать, потому что голод подступает потихоньку. По времени 12:25. Ну вот, нормально. Еще полчаса иду и останавливаюсь перекусить. У меня сегодня бич-пакет, так же, как и обычно. Интересные, конечно, места. Ландшафт такой прям вот так вот волнами идет. Вспученный такой. Я уже подзабыл за 5 лет. Вообще, если честно, не верится особо, что 5 лет уже прошло с того времени, как я здесь был. Я был тогда в январе, по-моему, на каникулах, на новогодних. А на завтра запланировано у нас с товарищем, с Александром Фомичевым, такая вылазка к нашей Новосибирской ГЭС. Он давно как-то мне рассказывал, что он туда ежегодно, ну, может быть, раз в пару лет ходит на фотоохоту на орланов. Какие-то орлы там, говорит, прилетают. Я, если честно, немного, ну так, был в замешательстве. Думаю, какие там орланы. Не понимаю. Ну, в общем, на завтра у нас запланирована фотоохота у Новосибирской ГЭС на орланов. Орлов пофотографируем. Солнышко снова потихоньку начинает проглядывать. Как-то протянуло. Вроде все. Ну вот в той стороне есть такие вот серые тучи. Или мне они через очки кажутся? Нет, не кажется. Есть там серые тучи. Кстати, в солнечных очках в зимнем походе я первый раз. Всегда как-то забывал их. Нет, вру, не первый раз. Один раз я был уже. Это второй, когда ходил на меловые скалы. Где-то, наверное, в 2021, может, году. Ну, тогда у меня очки были такие пилоты. Они неудобные.
А вот эти такие спортивные, нормальные. В общем, не слепит, и идти, смотреть, разглядывать все по сторонам очень комфортно. Вот если кто-то ходит в походы без солнцезащитных очков в ясную погоду, то зря, потому что в них намного комфортнее и видно больше всего. То есть ты не идешь, не щуришься, тебя не слепит, потому что многие участки ландшафта засвечены от яркого солнца. И ты или присматриваешься, но плохо видишь, что там, или вообще отворачиваешься. То есть не смотришь, потому что глаза слепит. Глаз больно. Дует на снегоходе. Скорость прям, ну, километров 30, наверное. Я думаю, наверное, это, ну, как бы рабочий, который обслуживает вот этот ретранслятор на сопке. Наверное, поехал проверять что-нибудь. Или показания какие, датчиков снимать. Ладно, я попил уже чайку, и надо двигать далее. Я зашел в березовую рощу. Немного сопка скрылась из виду. Лыжи здесь проваливаются значительно прям. Ну, кое-где прям нормально. Капюшон этот уже надоело то одевать, то снимать. Зайдешь в рощу или в лесок, или в согру, ветра нет никакого. Выйдешь на равнину, свистит, лицо обжигает. Вообще. Ну, такова природа. Что поделать. Изредка слышу выстрелы. Где-то охотники ходят. Надо, наверное, мой этот полосатый жилет надеть. Яркий такой. Первые звериные следы обнаружил. Это зайчик тут ходил. И, судя по всему, сегодняшние. Ну или рано утром. Вот. Еще тут прям зайчья тропа. Ага. Сопку эту я потерял из виду вообще. Ну вот здесь какое-то возвышение идет. Леса небольшое. Ну и все. Не знаю, сейчас вот так держу курс. Она где-то по правую руку должна быть. Вот, и вот через эту рощицу вроде как снегоходная дорога была, когда я здесь был 5 лет назад. И я вот так вот прям и шел. И потом с лысой стороны практически зашел на вершину этой сопки. Солнышко уже светит в полную силу, что не может не радовать. Я начал огибать сопку для того, чтобы подняться с ее южной стороны, так как там снега практически нет. Не было. Ну и сегодня, наверное, нет. Следы. Лисица бегала. Конечно, здесь такое место для прогулки вообще отличное. Особенно если на снегоходе прокатиться. И весь этот маршрут мой на 7 почти километров проехать за 25-30 минут. И быстро. Ну, насладиться не успеешь красотой, если только остановиться где-то и встать, стоять, смотреть.
Но я так не люблю. Поэтому мне надо походить здесь полдня или целый день. Ага, я вижу ее склон. Вот он. Значит, деревья заканчиваются, начинается южная часть склона. Вот оттуда и я поднимусь наверх. И где-нибудь, наверное, по кромке леса, на другой ее стороне, спущусь к дороге. Выйду и махану по дороге до Горнового. Я подобрался уже к южному склону. Простор такой открылся. Красота. И показалось, вон, смотрите, ступень Хиллари. Вон она, камень с сугробом. А нет, это просто камень. Прошу прощения. Классный вид, конечно. Такая горочка. Так, ну и что? Рядом с этим камнем подниматься? Вот, кто любит экстремальные виды спорта, сноубординг, горные лыжи, милое дело, ребята. И, пожалуйста, те трамплины, попрыгать. Но подъемника нет, конечно, только фрирайд. Так, все, снимаю лыжи, дальше на них невозможно двигаться. Единственное, я забыл, это пообедать. А может, вот у этого камня. Давайте вот у этого камня, у которого я обознался, что это ступень Хиллари. Вот, вот, ничего себе. Хоть ледорубы одевай. О. Камешки, наверное, теплые. На солнце нагрелись. О. Можно горелку между камней поставить. Камни, правда, теплые. Такую импровизированную защиту для горелки. Еще поставлю рюкзак вот так. И вот тут вот в закутке расположусь. Ну, поесть в любом случае надо. Так что успеваю, не успеваю. Тут это разговор про другое. Достаем горелочку. Газ. Ну и все как обычно. Ну что, момент истины. Вот, зашипел. Есть. Так, добавим газку. Чайник, все стандартно. Так, понеслась. Добавим
Добавим еще. Отлично. Водичка никак не хочет закипать пока. Но уже горяченькая. Чайничек начал подергиваться. Кажется, точно закипело. Смотрим. Ага, кипит. Отлично. Это уже есть хочу, что туши свет. Горяченький дошираковский бульон. Что может быть лучше? Неплохо. Ой, острый, зараза. Понятно, что он не насытит меня, этот бич-пакет. Но у меня еще есть орешки с собой. Поем, пока буду спускаться с горы. Теперь чай. Воспользуюсь своей термокружкой, чтобы чай так быстро не остывал. Думал одну заточить. Ну вот, 5 минут сборов, и я готов штурмовать вершину. За камнями много снега, а тут уже его нет практически. О. Какой наст! Прям офигеть! А, я еду. Не поднимается? Слушайте. Так, ну-ка. Черт подери. Ой, блин. Так. Ну-ка вот сюда к кустикам. Вот, блин. Ну-ка, заберем немного сюда. И он где-то пробивается, этот твердый снег, а где-то нет. А я думал, сейчас сбегу, как электровеник. А не тут-то было. Простор такой, особенно вот в ту сторону. Еще камешки есть острые. Вот, поскользнулся, бах, колена нет. Какой вид открылся на сопку с ретранслятором. Ну и вот, кажется, это последний подъем, и я буду на вершине. Вон она вершина, лавка. Посидеть. Здесь дорога есть. Сюда на машинах заезжают. Офигеть. Простор такой. Весь рельеф видно. Ух. Уху. Я наверху.
Я забрался на эту сопку. Класс. Да, вспоминаю, поднимался я вот здесь. Первый раз, когда залазил на нее. Да, вот здесь вот я поднимался. Ну а теперь вот там прям в лоб. Тут снега много. Вид потрясающий. Прям простор на, я не знаю, может быть, на 50, на 80 километров открывается. Супер. Ладно, хорош крутиться, пора спускаться и двигать. Так, ну довольно много пехом-то фигачить. Ну ничего уж, раз придумал. Так, спущусь я, наверное... Вот здесь тропа есть. Спущусь по этой тропе. Для Новосибирской области горы и вот такие со скальными выходами — это уникальные места. Потому что, ну, здесь в основном это большая часть равнины. И только ее восточная конечность — это начало Салаира. Все, идем на спуск. Спускаться получится в 2, а то и в 3 раза быстрее. Пошел все-таки по тропе. Здесь она вроде просматривается. Не стал на эту дорогу выходить. Вот и зверье тут ходит что-то. Непонятно зачем. А вот дорога, по которой мне предстоит идти. Я даже, кстати, не посмотрел, сколько километров. Вот так, навскидку, 3-4. Есть, конечно, отдаленный такой соблазн скатиться где-нибудь на лыжах. Но вот эти торчащие камни этот соблазн отбивают. Ах, как неудобно. Сейчас еще по дороге идти с этими лыжами. На плечо я их закинул. Ну вот, чуть 3 минуты иду, уже наполовину спустился. Ну и, кстати, с этой стороны, со стороны вот этой дороги, я сопку еще не видел. Вот и все. Буквально минут 6-7, и я спустился. На снегоходе реально кто-то на нее заезжал. Ну, теперь дую к трассе. И пехом по сути и закончился мой лыжный маршрут. Я выхожу на дорогу и фигачу по дороге. Вот так выглядит сопка снизу. Реально 10 минут вот до дороги, с вершины до дороги. Так, сейчас я лыжи с палками скреплю. Вот и все.
Погнали. Надо сейчас посмотреть, сколько километров пехом до Горного. Сейчас офигею, сколько километров маршрут. 9 километров. Ё-моё. Так, ну-ка здесь. Ага, можно срезать 7 километров. Ну, нормально, 7 километров я прохожу за 1,5 часа. Значит, 15 к 4 я буду в Горном. Нормально? Вот до поворота, где можно срезать, осталось метров 300. Так, мне только что навигатор сказал, поверните направо. Тут нет дороги вообще. Значит, она только в летнем варианте. В общем, смотрите, что получается у меня по пути обратно к ЖД-станции. Та дорога, которую мне показывал навигатор, повернуть направо, она, видимо, летняя была, где можно было срезать до поселка Горный. Вот, но от Горного ехать еще км5 автобусом до Изынского, где бы я сел на электричку. Вот. Я посмотрел, до Горного 6 километров по объездной. И до деревни Бугатак 6,2 километра. Напрямую причем. И там ветка, железнодорожная ветка так изогнута, что она как бы приближается сюда из-за реки. Там Иня течет. Вот, так что я двигаюсь сейчас до деревни Бугатак, просто напрямую. В общем, нежданно-негаданно я оказался в деревне Бугатак буквально за 10 минут. Остановилась машина, парень и девушка тоже залазили на сопку лысую по моим следам. Вот, и любезно подвезли меня до ЖД-станции. Я успеваю на электричку 15:55, то есть на час, даже больше часа раньше, чем ту, которую планировал. В общем, вот так вот. Мир не без добрых людей. Класс. Теперь иду на станцию, буду ждать, спокойно сидеть свою электричку. До нее, кстати, 20 минут.